Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать потрясающее плетение крючком в технике аранского вязания. Крючок номер 2. Пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Начинаем выполнение нашей ленты с 40 воздушных петель. Выполняем цепочку из 40 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так выполняем, пока наших воздушных петелечек не будет 40. Мы с вами выполнили цепочку из 40 воздушных петелечек. И приступаем к выполнению дополнительного ряда или вспомогательного. Я выполняю арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, накид на крючок и ввожу крючок в шестую петлю от крючка. Раз, два, 3, 4, 5. Вот шестая петелечка. Выполняю столбик с накидом. Далее очень внимательно я выполняю 3 столбика с накидом. Второй и третий. То есть всего должна выполнить 3. Вот таким образом. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных петель. Раз, два, 3. Накид на крючок, пропускаю 3 воздушные и в четвертую ввожу крючок и вновь выполняю 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Далее у меня арочка из 2 воздушных. Накид, пропускаю 2 воздушные, ввожу крючок в следующую петлю и выполняю опять же 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. И 2 воздушные. Смотрите, 3 столбика и 2 воздушные мы с вами должны повторить 5 раз. Вот первый раз мы выполнили, далее второй, я пропускаю 2 воздушные и опять 3 столбика и начинаю выполнение третьего раза. Раз, два, 3 и 2 воздушные. Это третий раз. Опять пропускаю 2 воздушные, 3 столбика. Это у нас четвертый раз. Раз, два, 3 и 2 воздушные. Опять пропускаю. И у нас последний пятый раз, как мы с вами договорились. Раз, два, 3, 2 воздушные. Как я и говорила, раз, два, 3, 4, 5 раз мы повторили. Далее накид на крючок, опять же пропускаю 2 воздушные, выполняю 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Далее арочка из 3, накид. Раз, два, 3 пропускаю и выполняю последние 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Выполнили. И мой дополнительный или вспомогательный ряд готов. Можем приступить к выполнению нашего плетения.
Дорогие друзья, прежде чем продолжить выполнение нашего потрясающего плетения, на что мы с вами обращаем внимание? Смотрите, само плетение располагается на 28 петлях. То есть вот это наше плетение само располагается на 28 петлях. Раппорт в высоту нашего плетения 10 рядов. И несмотря на то, что всего 10 рядов провязывается в раппорте в высоту, вяжется сам узор очень просто, потому что у нас повторяется в этом сегменте повтор идет и в этом сегменте. И само плетение получается очень-очень простым. Еще раз повторюсь, само плетение располагается на 28 петлях, в высоту раппорт 10 рядов. Мы начинаем выполнение первого ряда нашего плетения, первого ряда раппорта в высоту. И сразу говорю, что все ряды у нас будут начинаться одинаково с 5 воздушных петель арочки. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю, накид на крючок и провязываю 3 столбика. 3 столбика с накидом. Вот таким образом. Далее у нас арочка из 3 воздушных. И теперь смотрите, я выполняю 3 накида на крючок, пропускаю вершинки столбиков с накидом и воздушные. И над моими 3 вот этими столбиками я буду выполнять 3 столбика с 3 накидами выпуклые. Вот первый столбик с 3 накидами выпуклый. Далее 3 накида. Второй. И третий. Вот таким образом. Мы с вами выполнили 3 выпуклых столбика с 3 накидами. Далее 2 воздушные, 3 накида на крючок. И я выполняю точно такие же выпуклые столбики, только над пропущенными моими столбиками. Беру поудобнее и выполняю первый столбик с 3 накидами. Далее второй. И третий. Все столбики у нас с вами выпуклые. Выполнили. И я остановлюсь, мы смотрим, что у нас получилось. Видите, вот такое переплетение аккуратненькое, красивое у нас получилось. Мы продолжаем работу. Я выполняю 2 воздушные и точно такое же переплетение. 3 накида, пропускаю 3 столбика, 2 воздушные и выполняю. 1, 2, 3. Далее над вторым. 1, 2, 3. И над третьим. Раз, два, три. Выполнили 2 воздушные. И точно так же, как и в первом случае, я выполняю 3 накида на крючок и начинаю выполнение над пропущенными столбиками, над теми, которые мы с вами пропустили. 1, 2, 3 и 2.
Раз, два, три и 2. Раз, два, три и 2. Далее мы выполняем с вами 2 воздушные. И у нас с вами еще одно плетение будет. Начинаем мы его выполнение точно так же, как и этих переплетений. Да? 3 накида я пропускаю и выполняю 3 выпуклых столбика с 3 накидами. Раз, два, три и 2. И 2. Точнее, 3 накида провязываю и 2. И еще один столбик. Раз, два, три и 2. Выполнили. Далее у нас с вами идет 2 воздушные. И теперь очень внимательно смотрите. В этом случае у нас с вами столбики шли перед работой, а сейчас мы выполним их за работой. 3 накида. И вот смотрите, вот таким образом я завожу крючок и буду провязывать над этими столбиками. Видите? Это очень важно. У нас плетение немножко по-другому будет смотреться. Захватываю. Эти столбики опускаются вперед. Вот таким образом. И я провязываю наши столбики. Раз, два, три и 2. 3 накида. И наш следующий столбик. Вот видите? Раз, два, три и 2. И следующий. Убежал один накид, 3 накида. И вот провязываем еще один столбик. Раз, два, три и 2. И теперь поправляем. Полотно еще небольшое, поэтому не очень хорошо видно. Ну, уже вот видны, да, наши вот такие переплетения. И мы продолжаем с вами работу. Выполняем арочку из 3. Раз, два, три. И 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Мы с вами завершили выполнение первого ряда нашего плетения. И я буду проговаривать. Это лицевая сторона нашего узора. Второй ряд мы выполняем по изнаночной стороне нашего узора. Начинаем выполнение второго ряда. Точно так же, как и ранее я говорила, все ряды у нас выполняются с арочки из 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Работу разворачиваем, и я буду повторяться. Я нахожусь на изнаночной стороне моего узора, полотна, и выполняю 3 столбика с накидом. Считаем. Раз, два, 3. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. И теперь я буду выполнять вогнутые столбики с накидом над моими столбиками. Смотрите, как я это делаю. Завожу крючок и выполняю вогнутый столбик с накидом. Раз. Обязательно считаем. 2 и 3.
Далее я выполняю 2 воздушные и точно такие же 3 столбика. Раз, два и 3. Давайте повторим. Зацепилась где-то у меня ниточка. Выполнили. Далее мы выполняем 2 воздушные. И опять же у нас вот столбики, над которыми мы провязываем. Раз. Точно так же. 2, 3. Напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне нашего узора. 2 воздушные. Здесь принцип сохраняется один и тот же, просто мы над всеми столбиками провязываем изнаночные столбики с накидом. Над воздушными вяжем воздушные. 2. Как бы работаем, да, вяжем по узору, можно сказать так. 3. 2 воздушные, мы выполняем над ними 2 воздушные. И вновь 3. Раз. Два. И 3. 2 воздушные. И еще раз 3. Считаем. Раз. 2. И 3. И завершаем наш ряд арочкой из 3 и 3 столбика с накидом. Раз. 2 и 3. Напоминаю, мы завершили выполнение второго ряда нашего узора или раппорта в высоту. Выполняли по изнаночной стороне. Я перехожу на лицевую сторону, точнее переверну наш узор. И вот уже видите, хорошо видны наши переплетения с вами. Мы потом поправим все с вами аккуратненько. И теперь мы с вами далее будем выполнять 3 и 4 ряды нашего большого красивого плетения. Они полностью будут повторять наш 1 и 2 ряд. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Снято чисто, УЗК 117, дубль 6. И я нахожусь на изнаночной стороне узора и начинаю выполнение 3-го ряда моего узора с 5 воздушных петелечек. Раз, два, три, 4, 5. Работу разворачиваю. И, как я уже и сказала, 3 и 4 ряды у нас полностью повторяют 1 и 2 ряд. Поэтому я начну выполнение 3-го ряда. Вы продолжите самостоятельно выполнять 3 и 4 ряды. Мы с вами вяжем 3 столбика с накидом. Вот таким образом. Далее 3 воздушные и выполняем точно такое же плетение. То есть 3 накида на крючок. Я пропускаю мои столбики воздушные и над следующими столбиками выполняю 3 столбика с 3 накидами выпуклые. Раз. Два. И 3.
Далее я выполняю 2 воздушные и 3 столбика с 3 накидами. Перед работой, напоминаю, да, мы провязываем над нашими столбиками, которые пропустили. Еще раз повторюсь, все точно так же, как в первом ряду нашего узора. Раз. Два. И 3. Далее 2 воздушные. И мы выполняем следующее наше плетение. Вот я остановлюсь, и мы смотрим, что у нас получилось. Видите, да? То есть мы повторили точно плетение, как в первом ряду. И вы продолжите выполнять самостоятельно. Напоминаю, мы с вами выполняем 3-й, а затем 4-й ряд по изнаночной стороне. Провязываем точно так же, как 1-й и 2-й. Мы с вами выполнили 3-й и 4-й ряд нашего раппорта в высоту, нашего плетения. Напоминаю, что 3-й и 4-й ряд, который мы выполняли самостоятельно, это повторение 1-го и 2-го ряда. И вот такая красота у нас с вами получилась. И мы можем приступить к выполнению 5-го ряда нашего узора или раппорта в высоту. Я переворачиваю на изнаночную сторону и начинаю выполнение нашего 5-го ряда, как и ранее, с арочки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок, работу разворачиваю и начинаю выполнение наших столбиков. 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее арочка из 3. И теперь над 3 столбиками с накидом я выполняю 3 столбика с накидом лицевые или выпуклые. Видите, вот таким образом. И далее 2 воздушные. И будем выполнять переплетение. Вот видите, наша красота. Я выполняю 3 накида на крючок, пропускаю наши столбики воздушные и над вот 3 этими столбиками провязываю 3 столбика с 3 накидами выпуклые. 1 столбик с 3 накидами, 2 и 3. Столбик с 3 накидами. Выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные. И опять же буду выполнять столбики с 3 накидами над пропущенными столбиками, но буду выполнять за работой. То есть мои вот эти столбики я буду опускать вперед. Помните, как мы с вами делали уже такое плетение, чтобы вот они мне не мешали. И буду выполнять выпуклые столбики с 3 накидами. 1, далее 2, не спешите, здесь просто очень внимательно. И 3. Выполнили. Далее 2 воздушные. И я останавливаюсь, поправлю и посмотрим, что у нас получилось. Вот такое красивое плетение у нас с вами получается.
Мы продолжаем с вами работу и будем выполнять еще одно переплетение. 3 накида на крючок. Очень внимательно я пропускаю 3 столбика воздушные и над следующими 3 столбиками выполняю 3 столбика выпуклых с 3 накидами. Первый, второй, и третий. Выполнили. Далее 2 воздушные, 3 накида на крючок, и я возвращаюсь к нашим столбикам, которые мы с вами пропустили. И теперь буду выполнять столбики перед работой. Вот таким образом. Беру поудобнее и провязываю. Первый столбик выпуклый с 3 накидами, 3 накида. Второй столбик. И третий. Далее 2 воздушные. Я выполню над нашими 3 столбиками 3 выпуклых столбика с накидом и остановимся, посмотрим на наше плетение. Вот таким образом провязали. И видите, вот наша красота вот такая получается. Напоминаю, что мы с вами работаем по лицевой стороне нашего плетения. Далее мы выполняем арочку из 3 воздушных петель и 3 столбика с накидом. Наш с вами очень внимательно, это 5-й ряд готов. Видите? И мы можем приступить к выполнению 6-го ряда нашего раппорта в высоту. Мы продолжаем работу и приступаем к выполнению 6-го ряда нашего раппорта в высоту или нашего плетения. Начинаем выполнение ряда с арочки 3, 4, 5 из 5 воздушных, как и ранее, и работу разворачиваем. 6-й ряд мы с вами выполняем по изнаночной стороне. Накид на крючок я выполняю 3 столбика с накидом. Далее арочка из 3, здесь у нас с вами ничего не меняется. И далее я буду выполнять вогнутые столбики с накидом и воздушные. Первый вогнутый столбик, второй и третий. Далее 2 воздушные. Накид на крючок, и теперь очень внимательно над нашими 3 столбиками выполняем первый, второй и третий. Все столбики у нас, как вы видите, вогнутые или изнаночные. 2 воздушные, накид и еще 3 столбика. Раз, 2 и 3. Выполнили. Далее продолжаем. 2 воздушные и вновь 3 столбика вогнутые. Раз, 2, 3. Далее 2 воздушные, накид
И над следующими 3 столбиками выполняем 1, 2, 3. 2 воздушные, опять 3 вогнутых, 1, 2, 3. Напоминаю, мы работаем по изнаночной стороне с вами. Арочка из 3 и 3 столбика с накидом. Выполнили. Напоминаю, мы с вами выполнили 6-й ряд нашего раппорта в высоту, работали по изнаночной стороне. И теперь я переворачиваю на лицевую сторону и смотрим. В дальнейшем мы с вами будем выполнять 7-й, 8-й, точно так же, как 5-й и 6-й ряд. И 9-й, 10-й точно так же, как 5-й и 6-й ряд. То есть 7-й, 8-й, 9-й и 10-й ряды — это повтор нашего 5-го и 6-го ряда. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Напоминаю, переворачиваю на изнаночную сторону и 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю и начинаю выполнение 7-го ряда моего раппорта в высоту. Он точно такой же, как 5-й. Работаю по лицевой стороне. Накид и 3 столбика. Далее арочка из 3. Далее накид, выполняю 3 выпуклых столбика с накидом. Напоминаю, мы с вами выполняем 7-й ряд нашего раппорта в высоту, как 5-й. Также будем выполнять 9-й ряд. 2 воздушные и теперь наше плетение. То есть вот это плетение мы выполняем. 3 накида и выполняем 3 выпуклых столбика с 3 накидами. 1, 2, 3 и еще раз. 1, 1, 2, 3 и еще 3-й столбик. 1, 2, 3. 2 воздушные. И помним, да, мы с вами выполняли за работой наши столбики. То есть опускаем наши столбики вперед, захватываем 1-й столбик и выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3, 2 вместе. Столбик с 3 накидами, проверяем себя. Вот 2-й столбик наш. И вновь 1, 2, 3, 2 вместе. 3 накида и еще 1. Это 3-й столбик. Вот он над нашим 3-м столбиком. Далее 2 воздушные. И выполняем наше вот это плетение дальше. Вот видите. В принципе, ничего сложного, просто будьте внимательны
И я еще раз проговорю. Мы с вами выполнили 5 и 6 ряд. И будем повторять 7 и 8 вяжется как 5 и 6, и 9 и 10 вяжется как 5 и 6. Будьте внимательны, все очень просто. Главное, внимательно, аккуратненько провязывайте. Выполняйте самостоятельно, и мы посмотрим с вами, что у нас получилось. Мы с вами выполнили наш раппорт в высоту. Это 10 рядов. И, как я и говорила, мы с вами повторили самостоятельно 7, 8, 9 и 10 ряды. То есть мы выполнили как 5 и 6 ряд. Вот давайте еще раз просто посмотрим. По нашему плетению прямо видно, видите, повтор. То есть вот 5 и 6 ряд. Также вяжется 7 и 8, и также вяжется 9 и 10 ряды. Повторюсь, наш раппорт в высоту содержит или состоит из 10 рядов, но узор вяжется очень просто за счет повторов. И теперь мы можем приступить к выполнению следующего раппорта в высоту. Я начну выполнение с нашего первого ряда, вот, то есть начну выполнять это плетение, и дальше вы продолжите выполнять ленту на необходимую вам высоту. Закончили мы наш предыдущий ряд, 10 по изнаночной стороне, и 11 ряд или первый ряд второго раппорта в высоту я начинаю с 5 воздушных петель или с арочки. 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных. Работу разворачиваю, выполняю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее арочка из 3 воздушных. И далее мы сразу начинаем с вами выполнять наше переплетение. То есть, повторюсь, точно так же, как мы выполняли в первом ряду нашего раппорта. 3 накида на крючок, пропускаю столбики воздушные и захватываю мои столбики. Выполняю 3 столбика с 3 накидами выпуклые. Это второй столбик и третий. Выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные, 3 накида на крючок и буду выполнять еще 3 столбика над пропущенными моими столбиками. Выполняю перед работой. Беру поудобнее и выполняю. Раз, столбик с 3 накидами. 2 и 3 над третьим столбиком. Все столбики выпуклые или лицевые. Выполнили. И вот наше плетение, видите, готово. Далее я выполняю 2 воздушные и вновь выполняю точно такое же переплетение. 3 накида, пропускаю 3 столбика и над следующими. 1, 2, 3, еще 3 накида и столбик с 3 накидами лицевой и еще один.
немножко побыстрее. Повторюсь, мы с вами все это выполняли, просто я начинаю выполнение, вы продолжите уже выполнять узор самостоятельно. 2 воздушные. И вспоминаем, да, у нас второе точно такое же плетение, как первое. То есть мы повторяем то же самое. 3 накида и захватываем наш столбик, берем поудобнее и выполняем 1, 2, 3, 2. Далее второй столбик с 3 накидами выпуклый и третий. Две воздушные. И вот уже хорошо видно, видите, наш ряд. Следующее плетение у нас будет смотреть в противоположную сторону, то есть наши столбики вот эти мы будем выполнять за работой. Все мы это провязывали, поэтому выполняйте самостоятельно уже следующий раппорт в высоту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать просто потрясающее плетение. Напоминаю, что само плетение располагается на 28 петлях. Раппорт в высоту у нас 10 рядов, но за счет повторов, помним, да, мы с вами все это провязали. Вяжется на самом деле раппорт в высоту очень-очень просто и очень быстро запоминается. Вот такая у нас с вами лента ажурная получается, вот такая красота. И зная и имея небольшой опыт, что наше плетение располагается на 28 петлях, можно выполнить узор из таких плетений. Вот я выполнила образец. Видите, между плетениями я в моем случае выполнила 3 воздушные петелечки. Вы можете поэкспериментировать. И вот очень тоже красиво получается, потрясающе. Можете выполнить 2 таких плетения, 3, можете все полотно из таких плетений сделать. Все в ваших руках. И еще хочу показать такое плетение на плотной основе. То есть нету воздушных петелечек, а выполнены вогнутые столбики с накидом. Тоже очень красиво смотрится. В данном случае это плетение выполнено не поворотными, а круговыми рядами. Видите, да? Тоже красиво, интересно и необычно. Если ролик будет выложен, это у меня будет шапочка. Ссылка под видео я обязательно вам дам. Снято чисто, УЗК 117, дубль 12.